Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И сегодня будем играть за Бобра Бетси, но перед этим откроем, да, копилочку за 20 тысяч гемов. Никогда этого не делал, и вообще не думал, что когда-нибудь сделаю, но обстоятельства сложились так, что будем это делать. Тут, конечно, пишет 360 жетонов, но по идее должно быть больше. И тут еще пишет первобытный инстинкт 60%. То есть, по сути, я сейчас открываю легендарный сундук за 3000 гемов. А если вы посмотрите в магазине, этот же легендарный сундук стоит больше, чем 3000 гемов. Ну, опять же, если не по скидке. Вот, скидка это за премиум дается обычно. Ну вот, видите, 3270, 405 жетонов. Хотя здесь у нас, по сути, жетонов поменьше. В этой прекрасной копилочке. У нас 360, наверное, из этого цена меньше. Но зато монет больше. И плюс эпический предмет. Хотя там тоже. Ну, в общем, ладно. Что есть, то есть. Откроем. Не знаю, есть ли дальше 10 уровень копилки. Для меня это неизвестно. Просто открываем и смотрим, что же выпадет. Кстати, мне, возможно, выпадет даже первобытный инстинкт на этом, но это не точно. Поехали. Жесть, 20 тысяч гемов. Смотрите, она как лагает, а? Разравы. Какая она... Ой, слов нету. Давайте открывать. Брюсик! Конечно, а кто ж еще? Кстати, 405, как за легендарный сундук. Бонус лиги 360. И 17 тысяч возвращается, и... Вжух, и... Обманули! Обманули! Вот вы это видели? Меня обманули и не дали 60 тысяч монет. Офигеть! Офигеть! Вот это... Обман. Капец, ладно. Зато дали кучу косточек. Да, косточки. Косточки. И первобытный инстинктик выпадает на Эдну. Именно так, ребятки. Фартовые сегодня. Ну, хоть что-то, да. Минус 40 тысяч монет сундука, но зато хотя бы дали вот эту вот прекрасную вещь. Опять же, первобытный инстинкт мы потестим. Уточка. Ванна с уточкой. Бассейн, точнее, с уточкой. А нет, смотрите, 58 написали. Блин, я не помню, сколько у меня было монет. Мне на 180 тысяч где-то было. Реально 58 дали, смотрите, там было 160 даже. Все-таки дали без обмана. Опять же, 3000 гемов я потратил. Первобытный инстинкт залутал, но первобытный инстинкт мы посмотрим уже в следующий раз когда-нибудь. А сегодня поиграем за бобра. Неожиданно, конечно, открытие. Я удивлен на самом деле. Не думал, что все так будет красиво. Да. Пишет одно, дают другое, получается вообще третье. Такие вот разработчики у нас зубы, да, прекрасные, как всегда. А мы отправляемся в команду бои. Сегодня поиграем за бобра. Ох уж этот бобер, имба, которую все любят и все ненавидят. Особенно с ботинком сандалия этого такое просто становится неуловимое существо. Опять же, я на нем играю без ничего. Это стандартная скорость бобра? Стандартная скорость бобра? А когда он таким быстрым стал? Я что-то пропустил? Жесть, а чё он как хамелеон бегает? Я вот, чтобы вы понимали... А, копье, все нормально. Какой-то лук, кстати, у меня странный. Такой маленький радиус. Надо будет сходить и глянуть после боя радиус лука. Ну, в общем, я как-то вроде раньше играл, бобер не был таким быстрым. Вот это, конечно, контраст у меня сейчас в голове. Честно вам скажу, играл я на Эдне, не такая быстрая. То есть, бобер имеет в совокупности еще больше факторов имбовости, чем Эдна и Равик. Ну, не, ну Равик плюс-минус такой же, но смотрите, как он в воде быстро двигается. А, ну в воде-то понятное дело. Это же бобер, он должен быстро двигаться. Ну ладно, ладно. Ну, как по мне, бобер прям слишком переапан. Слишком. Это было очевидно, конечно, раньше, но я как-то не замечал раньше, что он настолько жесткий. А он прям вообще жесткий. Прям очень жесткий. Итак, маневрируем пока за стеночкой. Яру бахаем. Ты чё? Так, пока что льва бахаем. Закидываем. Сейчас пингвина будем убивать. Скорее всего, он там где-то стоит. Стенку поставлю. Этого закидываем. Стенку еще одну поставлю. Стенки, кстати, позволяют нивелировать радиус этого прекрасного друга. Видали, кстати, пингвина пронамажил неплохо. Ай, наш Никс гений решил сбежать. Ну, правильно делаю. Зачем играть командно, если можно сбежать? Отдайте! Отдайте! Жадные! Просто 7-й Брюс. Я тебя запомнил, Брюс. Я тебя запомнил. Фиг я тебя буду спасать. Умрешь, и я тебя даже не трону. Будешь мертвый.
Блин, увидели, копья миллиметра не хватило, ну. Беспредел. Ладно, извиняюсь, ребят, немножко громковато, наверное, было. Ну, вы видели, да? Как было приятно, почувствовали это. Я, кстати... Ой. Хилимся. Капканчик, стеночка. Вот, конечно, лев, конечно, дерзкий был. Врыв был царский от льва, ничего не поспоришь. Закидываем сюда кучу всего. Я сейчас, походу, откинусь, да? Откинусь. Где моя команда полезных? Акул умирает, и Брюс умирает. Зато за легендарным копьем. Ну, это моя ошибка была только что. Да. Блин. Этот лев все испортил. Ой. Этот лев. Вот куда я полез? Стоял бы себе за кустами, было бы все красиво. Нет, я полез же лутать аптечку. Я же убил пингвина, да, красиво там убил его, все дела. Конечно. Обидно. Моя ошибка, но бобер это... Блин, по сравнению с другими персонажами, прям контрастище. Вот, серьезно. Итак, попробую сейчас что-нибудь залутать, пока есть возможность. Сразу поставлю стеночки. Немножко пингвина отпугну, и мы пойдем убивать бота. Моя команда уже красиво умирает. Ну, правильно. Бота ж не было видно, да? Он же невидимый. Скорее всего. Ну, судя по тому, что одна моя часть команды видела ботов, вторая часть команды видела ботов, и только один какой-то гений ботов не видел. Так, стеночки я ставлю, закидываем урончиком. Они, в принципе, ничего не сделают, потому что я слишком жесткий. А я их могу спокойно продамажить. Правда, у меня нету до сих пор ничего на деф. Точнее, нету копья до сих пор. Ну, копье-то дело поправимое. Как-нибудь найдем, надеюсь. Но противники меня испугались. А вот и копье, кстати. Теперь можно и поразваливать. Да. У нас, правда, 4 осталось. Ну, мне каждый бой уже привык. Что 4, что 2, что 0, что 1. Я уже привык к этому. Стеночки ставим, Никса бахаем. Красивенько. Ник, кстати, старается нормально играть, так, не подставляться. Крабика, значит, будем бахать. Блин, видали, как промахнулся? Как обидно, блин. Как же обидно. Ого, там кто-то опасный. Что ты такой шустрый? Ну, стой. Стой. Опа, попал. Красивая. Стеночку ставим. Будем сейчас крабика. Будем сейчас не давать им лутать аптечку и шо будем. Конечно, пингвин сбоку подошел. Ну, как тоже мог быть еще, да? И мои гении, которые подставились. Так, тут нужно аккуратней. Нужно пингвина тоже минусануть. Так, сейчас покушаем. Немножко деревяшки. Накидаем урончика. Ай, я горю, короче, ребят. Вы не представляете, как я горю. Ну почему? Почему мне только такие команды попадаются бесполезные? Почему? Бомбит. На такой имбе люто играю. Просто мне не хватает времени всех уничтожить. Вот было бы там на минуты 2 меня больше, я бы всех уничтожил. Но моя команда не может просто жить 2 минуты дольше. Они умирают, к сожалению. Постоянно причем. Не знаю, как это работает. То есть, стоит Брюс в кустах, они такие, что же делать? Подойдем и шотнемся от него. А, да, гениальная идея. И все, идут шотаться. Ну, вот примерно так это выглядит каждый раз. Ну, а чё? Логично же. Ну, конечно, я сами на такие ошибки совершаю. Когда я тогда влетел... Ну, я думал, что лев убежал. Потому что мы там всех поубивали, его друзей. Я думал, он испугался и все. Ну, в позапрошлом бою. Оказалось, что нет, оказалось, что он там был жесткий. Опять же, я льва тогда фул впитал, а акул вообще был бесполезен. Там стоял, смотрел на этого льва, ничего не делал. Ну, ладно, уже не будем вспоминать былое. У нас тут новый бой. Новая гениальная команда. С гениальными союзниками. И, надеюсь, что-нибудь веселое сейчас будет. Ну, и надеюсь, еще победка будет. Хотелось бы вообще, чтобы и весело было, и победка была. Но, возможно, ничего не будет. Итак. Моя команда вся в сборе. Никсон на 100, ну ладно еще. Генрих, кстати, 15, нужно на него рассчитывать, если что, иногда. Выгодный будет союзник, я думаю. Или он умрет быстро. Ну, посмотрим. Дефибриллятор у меня все-таки есть. Немного, конечно, есть дефибриллятора, но есть. Так, бахаем. Стеночку поставлю. Никса бахнем тут копьем. Этого тоже пробахаем. Какой-то детский Никс. Вот этот вот, который справа был. Че, бобер, нравится копье, да? Смотри, что у меня еще есть. Конечно, он в стеночку залез. Какой же гениальный бобер.
Точнее, в бочку залез. Как было гениально это сделать в этот момент. Просто я не знаю, это шедевр. Интеллектуальный. Но опять же, любитель бочек. Да, ладно. Там все умерли, там кто-то убегает. Блин, неудобно будет бежать. Нет у меня сандалий святого на бобра и ботиночка. Но если бы не были, я не могу себе пока это позволить. Не могу. Но в ближайшем будущем вы увидите нечто великое. Нечто великое. Слышь, ты что такой дерзкий, Никс? Слышь, на тебе. Нравится моя стеночка? Нравится? Какая хорошая стеночка, да, Никс? Понравилось, наверное. Судя по тому, как он на нее долго смотрел, пока умирал, ему очень понравилось. Итак, 2 победки оформлены, но нужно продолжать это делать. Золотой сундучок, возможно, с него мне выпадет жетончики на нового персонажа, да? В скобочках нет. Ну да, мы же знаем, как они падают. Конечно, конечно. 10 золотых или даже 12. 4 изумрудных, 0 жетонов. Понимаю, понимаю. Ладно. 3 склада вместе. А чё нет, а чё нет? А чё нет? А чё нет? Весь лут залутали, а чё нет? Ну ладно, ладно, сейчас я заберу, чё вы? Все, сойдет. Генри я сейчас добиваю. Орла сейчас шотнем. Нормально. Стенки просто позволяют мне немножко очень красиво выживать. Ну, а меня сейчас, кстати, шотнут, если что. Если сейчас не поем, меня шотнут, скорее всего. Просто тут душно немножко. Видите, там и бобер, с одной стороны, блин, почему мне не лутается бочка? Ай, как же бесит они. Там гранату залутали, она мне не досталась, офигеть. Блин, только не умирай, бобер. Это про себя, если что. Ну блинский. Как же не везет-то. Ну забегите вы, стоят, они просто смотрят, как я там пытаюсь ворваться. Офигеть. Ой, как же не горит. Ладно, нормально. Мы каким-то чудом выжили, блин. О, золотая гранатка, да. Сюда, ко мне, все. У них была золотая гранатка, они не могли с ней победить, понимаете? Золотая гранатка. У них был бобер, у которого тоже были стенки, но он почему-то их очень редко ставил. Я не знаю почему. Странный бобер был. Но опять же, сквад снизу, сквад сверху, мы как-то в этой дичи выжили. Я не знаю, как это просто невероятно. Ну, это везение. Если так повезло, значит надо тащить. Плюс у меня команда, как видите, 2 14, 12, 9. В принципе, мы должны изи развалить. Я так думаю. Ну, блин, приятно, когда... Посмотрите скорость. По воде он движется быстрее, чем по земле. Ну, это логично, это же бомбер. Но как бы все равно скорость у него слишком большая. Слишком. Хотя было бы классно, если бы мы сделали плавание. Как у, не знаю, как у чего-то там. Не знаю, как у чего, я не знаю, но как у чего-то там, да. Чтобы плавал как пингвин, к примеру, да. Но пингвин у нас скользит по воде, в принципе. Хотя нет, он и плавает. Это серфингист скользит. Так, стеночками я затыкал, чтобы хамелёшку все поотражалось. Ля-ля-ля, ворвались. Дерзкие дикие монстры. Ничего себе, какие мы опасны, На тебе стенку в лицо. Стан, на, получи, распишись, на себе стенку сейчас сверху. Какие дикие монстры. Просто прибежали сюда. Смотри, какая гранатка, а? Кайф. Правда, уже не в кого кидать, но... Ладно. Ничего страшного. Покидаем в землю. Все равно красиво. Побольше бы таких гранаток мне выпадало. Хоть раз за 100 боев бы выпало, было бы хорошо. А то обычно либо в конце боя, либо кто-то из союзников гениальных залутает, как обычно. Какой-нибудь 5 уровень, 7-й, 8-й. О, кого-то нашли. Отлично. Сейчас можно... Ну, блин. Я тоже хотел бахнуть. Давайте на автоатаке бахнем. Что-то туда бахает. Не знаю почему. Так, ну тут никого нету. Они там 100 пудов взорвались бы уже. Такс. Автоатака кидает за текстуру. Понимаю. За текстурой, видимо, противник был. Теперь его там нет. Кстати, заметьте. Раз какой-то непонятный китаец. Ну это, не знаю, какие-то иероглифы. Я в этом не шарю. Может, корейские, кстати. На китайские что-то не очень похоже. Я просто не помню, какие китайские. В общем, вот, походу, 2 корейца. И их друзья. Я так понимаю, это сквад был. Совпадение, конечно, не думаю, но... Опять же. Играйте вот командами. Командами легко побеждать.
Потому что, как видите, команды против вас рандомные попадаются очень часто, а там, вы видите, с интеллектом не очень хорошо. Но пока что. В будущем-то разрабы вернут баланс, который они завозили на 3 дня, наверное. Когда-нибудь. И зубы у нас станет прекрасно, хотя бы немножко. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. И не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.